Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас тема, посвященная огурцам. Вот они еще все зеленые, очень урожайные. Даже не успеваем собрать весь урожай. Вот уже и перерос. Видите, какие гроздочки. Это у нас Арктика, наш любимый огурец. Вот даже уже немножечко опустили на солому. И вот там же уже новые огурцы формируются. Вот такие букетики растут. Огурцы букетного типа. И далее, видите, Арктика как прекрасно справляется со своей задачей. Вот так вот. Ну, а сегодня тема не просто, я хочу показать, что огурцы мы начинаем собирать. И раньше, как у нас было, мы забывали о том, что, ну вот зеленые, ну вот хорошие, вот урожай, собираем. Можно подкормить, переживаем, чем бы подкормить, а вот чем защитить огурцы, вот это задача. И когда уже увидим на листиках пятнышки, ну пока их почти нету, хотя вот вижу уже есть пятнышко. Это значит, что жаркий день, и к нам уже залетели с улицы паутиные клещики. Сейчас это только вот так единичные. Вот. Это видно очень хорошо вот здесь. Вот смотрите. Я сейчас попробую увеличить этот листик для того, чтобы показать. Паутиные клещи, затем у нас белокрылка. Все это сейчас летает. Как никогда и другие вредители, которые в августе уже начинают свой лед, вот они все начинают летать. Вот и здесь уже есть. И вот этот осмотр. Сейчас соберу урожай и на вечер готовим раствор. Раствор биоинсектицида. Это яд, но только природный яд. Это экологически чистый. Собраны помощники, живые помощники, которые занимаются тем, что внедряются в тела вредителей и там размножаются, или же вот они окутывают вот эту яйцекладку. Но вот тем более, что если вредители, которые у нас находятся на листе, под листом, их проще убрать, а в данном случае здесь клещ уже внедряется внутрь. И чтобы его убрать, здесь только могут помочь живые помощники. Я сейчас назову и покажу препараты, которыми я пользуюсь. Это Скарада-М. Но снова же мне скажут, что рекламируешь. Я не рекламирую. Я вас прошу просто всегда, слушая такую информацию, сразу же искать в интернете биоинсектициды. И то, что в вашем регионе продается, у нас кроме Скарада-М в Украине продаются также Актарофит и еще какие-то другие препараты. Разные фирмы заботятся о том, чтобы люди выращивали экологически чистые продукты, и поэтому работают в этом плане и предлагают. На рынке есть разные. Я просто привыкла с 2013 года работать именно с этими препаратами, поэтому использую их. Я могу их купить. Могут, кстати, их купить и другие огородники, используя какие-то интернет-магазины. На то и сейчас такое современное время, что нам надо перестраиваться и использовать вот эти новые возможности интернета для того, чтобы приобретать нужную продукцию. Итак, моя задача сегодня обезопасить листики огурцов и дать возможность им дальше плодоносить, развиваться, расти, убрать вот эти первые уже проявления паутиного клеща. Ну и ночью залетают уже и совки, я видела, и другие вредители. Клопы-черепашки стали появляться. Так что нужно сейчас все это провести, вот это мероприятие, и досконально обработать все растения огурцов, соберем урожай. Ну и как и почему мы будем делать эти растворы, тем более сейчас у нас сегодня 14 июня 2022 года, это полнолуние, и в это время никакой химии нельзя использовать, поэтому мы будем использовать только
препараты, биоинсектициды и обязательно еще один элемент. Ну а сейчас мы с вами об этом поговорим более детально. Для приготовления раствора мне нужна водичка. Теплая вода, она постояла днем и нагрелась температуры воздуха. У нас очень жарко теперь, до 30 градусов, поэтому вода теплая. Мне нужны препараты. Снова же Скарада М. Это не реклама. Еще раз повторяю. Это то, чем я пользуюсь. Вы можете использовать другие препараты. Тот же Актарофит и другие. Я использую два вида Скарада уже много лет. И поэтому их нужно, кстати, вот я их готовлю заранее, до обработки за час, можно за 2, но минимум за полчаса. Беру, у меня есть такая мерочка. Сейчас очень много вредителей, поэтому 30 миллилитров. Вот, а то есть чуть-чуть больше так. И вот этот препарат отдельно, не вместе, отдельно сейчас его хорошенько размешаем. Дадим возможность проснуться биопрепарату. Вот почему у многих не получается. Есть причины, я, наверное, отдельное видео сделаю. Нужно обязательно пробудить. Здесь они в концентрированном виде, все вот эти помощники наши. И нужно их пробудить. Они только в воду попадают, теплая вода, прекрасная. Вот это место, где они могут размножаться. И начинают они размножаться, просыпаться, размножаться. Начинается движение, начинается их дальнейшая активная жизнь. Значит, это у меня был вот этот препарат. Теперь еще этот. Почему я мешаю? Можно и по отдельности. Но наибольший эффект именно получаю именно вот при использовании вот этих двух препаратов. Скарада М плодово-ягодные, а также Скарада М картофель. Картофель это имеется в виду не только колорадский жук, тоже 30 миллилитров. И тоже разбавляю отдельно в 5 литрах воды. Вот таким образом закрываем и храню их в погребе. Ни в коем случае не при жаре и не на свету. Сейчас уже вечерок, солнце садится, прямых лучей нету, поэтому я могу преспокойненько здесь развести, подготовить раствор, но снова занесу их в темное место, пусть они там находятся. Я думаю, что они полчасика, час побудут. И тогда мы еще один компонент добавим и уже начнем проводить опрыскивание. Ну, а сейчас, перед тем, как у нас уже почти готов раствор Скарада М, биоинсектициды, я готовлю обязательно прилипатель. Казалось бы, в теплице можно и обойтись без него. Да нет, как раз вот этот биоприлипатель создает вот эту пленочку, и могут вот эти помощники жить в этом пространстве как раз долго, 7-10 дней, и работать с теми вредителями, которые не только сейчас вот там есть на листах, а будут прилетать. А вот в этой пленочке есть эти наши помощники невидимые, которые будут поедать вот этих вредителей, уничтожать вредителей. И поэтому я готовлю всегда вот такой препарат Тестолип био. Только био. Для биопрепаратов нужны биоприлипатели. Для этого я беру мерочку. Всего-навсего 15 миллилитров мне надо. Здесь своя технология очень интересная для того, чтобы приготовить. У меня специальное такое маленькое ведерочко. Заливаю сюда. И ровно столько же, первый раз, нужно вот столько же добавить. 1 к 1. И буквально там 10-15 секунд я перемешиваю. И далее уже 1 к 2. То есть у меня уже будет 30 миллилитров к тому, что было. Перемешиваю. Оно вот как киселек становится. Можно просто вот так вот тоже перемешивать. Теперь будет 4 надо вот этих мерочки. То есть было 15 сначала, 15 к 15, 15 к 30. Дальше к 30-60 миллилитров. И остается сейчас, надо добавить 90. 80-90. Раз, 2, 3, даже 4. Вот. 4 по 25.
что, последняя особо вот эта заливка, где-то 5-10 миллилитров, не имеет значения. Самое главное, начинать нужно 1 к 1. 1 к 2, 1 к 4, 1 к 3, 1 к 4. И вот таким образом мы готовим вот этот раствор. Даже можно дать постоять 5-10 минут. Вот этот очень хороший прилипатель, биоприлипатель, биодомик для наших помощников готов. У нас уже прошел почти час как раз, и готовая наш прилипатель Тестолип заливаю в одну из вот этих ведерок и перемешиваем хорошенько и заливаем. Сейчас заливаем уже опрыскиватель. Вот так мы и все растения абсолютно обработаем. Кстати, сегодня мы обработаем не только огурцы, но и в этой теплице есть у нас и помидоры. И надо обязательно их тоже обработать, потому что тоже вредители, уже и совки залетают, я видела. Ну и другие какие-то бабочки, я даже их не видела раньше. Вот эти вредители, все это есть, все это мы обрабатываем, всю теплицу. Но здесь, кстати, и на томатах могут быть паутинный клещ. Он везде садится, но особенно он любит огурчики. Ну что ж, мы подошли к завершению этого видео. Мы приготовили раствор, обрабатываем наши огурцы и тем самым защищаем огурцы в пределах где-то недели, 10 дней от различных вредителей. И при этом у нас не накапливаются яды, а яды, кстати, срок ожидания почти что все месяц. Каким образом можно есть отравленные огурцы, помидоры, ну это каждый сам себе решает. И мы пришли уже давно к такому выводу, что нужно использовать биопрепараты экологически чистые для того, чтобы получать экологически чистую продукцию. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы прощаемся с вами. До нового видео. Всего вам самого доброго, мира и добра, здоровых растений и хорошей, благодатной вам погоды. И, естественно, замечательно добротного урожая огурцов.